Друзья, привет! Сегодня у нас сравнение всех моделей актуальных Югус, потому что вы меня спрашивали, в чем же разница между X3 и X4 и Югус AM7, и сбоку припеку приплетем еще Югус AM6, и стоит ли переходить с X3 на X4, стоит ли переходить с X4 и X3 на AM7, ну, короче, как-то так, поэтому разбираемся на канале Технозон, поехали. Мы сейчас специально открыли AliExpress, наглядно для того, чтобы вам показать все эти приставки. И, конечно же, перед этим самым разбором подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. А еще и вот мы сейчас разыгрываем PlayStation 5, там внизу в описании под видео есть ссылка на условия. Ну и, конечно же, участвуем. Если там нет уже PlayStation 5, есть нечто более крутое. Давайте так, мы сейчас с вами пройдемся по характеристикам и именно сделаем упор на основные сравнения. Я отвечу на те вопросы, которые у меня возникают в комментариях о необходимости замены, что вы получите в виде там прироста, либо каких-то дополнительных плюшек, и обсудим, какой конкретно ТВ-бокс стоит того, чтобы его на текущий момент покупать из линейки Югус, раз вы уже обратили на него внимание. Смотрим на X3 Pro, на цены не обращайте внимания, ссылки все равно на проверенных продавцов по самым лучшим ценам лежат в описании под видео, можете там идти и выбирать этот самый Югус, я просто открыл первые попавшиеся страницы, просто для наглядности. X3 был очень популярным боксом, он таковой есть, повторюсь опять же, на AMLogic S905 X3 с Wi-Fi 5 ГГц, 2.4, у нас там есть 4х32, мы сейчас говорим конкретно про Pro-версию. У нас есть SPDIF, есть у нас LAN на 1000 мегабит, и в принципе это все хорошо работало. Обзор вы можете посмотреть в описании под видео. Но появился X4 Pro, и у всех возник вопрос, а стоит ли переходить? И в чем же разница между X3 Pro и X4 Pro? Что мы получаем? Мы получаем новый процессор AMLogic S905 X4 с поддержкой AV1 кодека AV1. Мы с вами получаем MU-MIMO Wi-Fi, а это значит, что в X3 Pro у нас была одна антенна на все устройства. То есть в данном случае наличие двух антенн, здесь одна внешняя, одна внутренняя в X4 Pro, дает нам возможность работать в более интересном моменте при подключении, например, акустики через Bluetooth в X3 Pro и одновременно к Wi-Fi роутеру могли быть какие-то проблемы, возможно шумы, некоторые жаловались на какую-то задержку, и все это было обусловлено отсутствием технологии MU-MIMO. В X4 Pro при подключении Bluetooth пульта, который будет сидеть на одной антенне, и 5 ГГц Wi-Fi, который будет сидеть на другой антенне, вы не получите взаимного какого-то взаимодействия, у вас не будет этих вот проблем там с помехами, с проседанием скорости или еще каких-нибудь неприятностей. Это я говорю вот очень простым языком. В X3 Pro обычно использовались по варианту, да, именно вариант использования X3 Pro, это был 5 ГГц Wi-Fi, донгл 2,4 ГГц, допустим, в пульт, и вот таким вот образом реализовалось. При подключении какого-нибудь девайса через Bluetooth возможны были какие-то помехи. Например, вы подключали геймпад, играли там в танчики или какие-нибудь гоночки элементарные из маркета, то ваша скорость Wi-Fi могла проседать. Это тоже такое могло быть. Или при подключении того же Bluetooth пульта Югус, который на текущий момент продается, такое тоже действительно могло быть. По производительности данные ТВ-боксы практически идентичны. Это в процессоре, то есть там прирост будет у вас 10-15%, но все-таки производительность есть увеличение, допустим, даже эти самые 10-20-25%, если брать систему в общей сумме, это может сказаться на, допустим, на работе торсерва, это может сказаться на работе тяжелых приложений, потому что тот же самый NUM, он на более быстрых приставках работает лучше, это факт. Теперь в X3 у нас Android 9 и обновление на 11 он не получит, на 10 и 11 он не получит. В X4 у нас изначально идет Android 11 и прошивки сейчас на момент съемки этого видео 1.0.1.0.2 прошивка, которая будет получать развитие и в нее уже будут вкладываться основные усилия. Поэтому если на старте выбирать между этих двух боксов, то я бы брал бы X4 Pro, хотя X3 Pro вы можете взять и он будет актуален еще очень долгое время. Это факт. То есть сказать, что X3 Pro будет не актуален, это
это обмануть вас. И сказать для того, чтобы вы покупали X4 Pro, ну, честно вам скажу, я не вижу смысла. В остальном все, в принципе, приставки, конечно же, абсолютно идентичны. То есть говорить, что они там отличаются по размеру, отличаются какими-то моментами, нет, я не буду. Это вот тотально, вот если брать, то это абсолютно идентичные приставки, вот только разница в том, что я назвал. Хотя вот X4 Pro мне понравился очень сильно, прям зашел. Но существует же на 905 X4 процессоре еще и Yugus AM7. А вот здесь вот меня обычно спрашивают, в чем разница и стоит ли покупать AM7, либо стоит покупать X4, или стоит, допустим, переходить с X3 на Yugus AM7. Давайте мы сейчас с вами попробуем сами ответить на этот вопрос, а решение будете принимать вы. Я вам расскажу разницу. Если брать X3 и AM7, то сравнивать вообще нелогично, потому что это абсолютно две разных приставки, они по-разному позиционируются, и AM7 будет намного сильнее и производительнее, и плюс еще и приятней, скажем так, в работе. Здесь у нас различия с X4, например, если брать, то будут действительно тоже разительные. Смотрите, Yugus X4, Wi-Fi 5, Yugus AM7, Wi-Fi 6. Некоторые скажут, что да, Wi-Fi 6, но он будет работать на скорости 380-400 мегабит, так же как X4. Кстати, X4 по сравнению с X3 очень сильно по Wi-Fi прирос, там 380 мегабит мы получали спокойно, а в X3 там 200 плюс, вот так вот, 200 до 300. То есть X4 побыстрее по Wi-Fi будет. Но AM7 с Wi-Fi 6, он более предпочтителен владельцам Wi-Fi 6 роутеров, потому что там есть не просто скорость. Wi-Fi 6 же характеризуется не просто скоростью. В самом iMlogic Wi-Fi 6 зарезан по скорости аппаратно. То есть вы должны выбирать либо USB 3, либо скорость под гигабит, допустим, на Wi-Fi. Это тоже можно реализовать. Но компания Yugus не пошла на это. Да ни один производитель ТВ-боксов не пошел на зарезание и на USB 2. Вообще бы их не поняли. Но в Wi-Fi 6 есть же еще такие технологии, как OFDMA, BSS Coloring, которые позволяют в засранном эфире, простым языком, работать немножечко по-другому. То есть это уменьшает задержки обмена пакетами и, само собой, в общем, влияет больше на стабильность системы. При этом, если у вас, допустим, Wi-Fi 6 роутер, то, конечно же, лучше иметь все устройства Wi-Fi 6, дабы роутер не работал вообще в режиме Wi-Fi 5. Тогда он будет вообще реализован на всю катушку. То есть Wi-Fi 6, вы поняли, плюс здесь две внешних антенны, это значит, что здесь Wi-Fi еще имеет большее и лучшее покрытие, при этом антенны достаточно неплохие, они такие же, как у Yugus AM6, это хорошо. Если брать в X4 один USB 3.0 и один USB 2.0, то в Yugus AM7 мы имеем три. Давайте я его разверну, так чтобы вам было повиднее. Но, в принципе, можете обзор мой посмотреть. Здесь есть 3 USB 3.0. Есть один USB 2.0, это уже как минимум позволяет его реализовать в лучшую сторону, например, подключив к USB 3 к одному SSD диск, к другому USB CAP, к третьему там еще что-то. Я видел, даже ребята реализовывали два SSD диска, ставили и поднимали там какое-то подобие сервера. То есть это все реально здесь реализовать. Теперь отличия в типе хранилища. Здесь абсолютно разные типы хранилища. Если говорить очень простым языком, то в Yugus хранилище намного быстрее, чем в Yugus AM7 хранилище намного быстрее, чем в Yugus X4. В принципе, это и сказывается на общем тесте AnTuTu. То есть в AnTuTu, если показывает Yugus AM7 115 тысяч баллов, то в AnTuTu покажет X4 всего лишь 105-106 тысяч баллов. Это тоже на это влияет очень сильно хранилище. Плюс в Yugus AM7 есть Bluetooth 5. Это немаловажный момент при подключении акустики через Bluetooth и при подключении нескольких устройств через Bluetooth. В частности, если вы подключите пульт от Yugus, он там Bluetooth, и подключите туда же еще и акустику,
акустику Bluetooth, то, честно вам скажу, работать это будет намного лучше, чем на Yugus X4. То есть именно в этих моментах есть разница в этих самых Yugus'ах. Теперь давайте еще так. К Yugus AM7 в комплекте идет Bluetooth пульт, к Yugus X4 идет самый обыкновенный пульт. То есть тут в этом моменте вы сами должны решать, насколько вы готовы переплатить за те плюшки, которые предлагает Yugus именно в этом AM7. Решать вам. Но я себе оставил Yugus AM7, он у меня как торрент сервер работает и работает отлично, то есть никаких у меня замечаний к нему нет. Ждем развития прошивок, буквально уже на днях будет, я думаю, следующая прошивка, мы увидим там немного больше плюшек, чем есть на текущий момент. При том, что, давайте так, и в Yugus X3, вот я забыл вам сказать, там многие спросят, что по звуку, и в Yugus X3, и в Yugus X4, и в Yugus AM7 абсолютно одинаковая поддержка звука, это имеется в виду, есть Dolby Digital в режиме Pass-Through, DTS HD Master Audio, Dolby True HD и Dolby Atmos через Dolby Digital Plus тоже пробрасывается. Поэтому здесь вот в этом плане абсолютно все одинаково. Ну и, конечно же, с этим всем конкурируют. Это вот Yugus AM6B+. Люди спрашивают, а вот если у меня Yugus AM6B+, мне стоит его менять? Будет ли у меня какой-то момент, допустим, устареет он, перестанет ли он работать, потому что в нем нет AV1 кодека? Я вам скажу так, если у вас есть Yugus AM6B+, вообще менять не стоит. Пушка, ракета, бомба, петарда. Вот дубасит. У него процессор с Cortex A73 ядрами по 2,2 ГГц. Это очень мощный TV-бокс. Очень классно подходит для торсерва. Очень классно подходит для тягания тяжелых раздач. При этом у него также Wi-Fi 6, у него те же самые две антенны. У него тоже, опять же, та же самая поддержка звука в Dolby, в DTS во всех наборах. Ну и вот вам ответ на вопрос. Кстати, здесь тоже Bluetooth 5, 1000 мегабитный LAN. Но вот вам ответ на вопрос. Насколько он будет актуален в ближайшее время? Ребят, года 3-4 вы к нему даже не подойдете. Давайте вот вам пример. На Android 7 приставки работают до сих пор. И, допустим, те же самые Запити, они выпускают премиум сегмент и даже не парятся насчет обновления версии Android, потому что намного стабильнее работает. Вот Yugus AM6B+, это вот приставка, которую вы взяли и реально с запасом мощности, потому что AV1 кодек это стриминговый кодек. Да, в YouTube AV1 уже вовсю работает, и очень много моих обзоров даже на Технозоне в 4К, которые я выпускаю, они тоже идут в AV1 кодеке, в AV1. Но париться насчет AV1 не нужно, потому что сколько бы вы ни нагружали, он все равно будет работать еще очень долгое время. Пока расчехлят AV1 кодеки для торрентов в МКВ, вы должны понять, что пока что ни AM7, ни X4 AV1 в контейнере МКВ не тягают. Они тягают AV1 немножечко в другом формате. Поэтому переживать, что AM6B+ станет какой-то бляшанкой, честно вам скажу, абсолютно не стоит. Но теперь давайте подведем выводы. Если у вас есть X3 Pro, то смена на X4 это будет мега сомнительная смена. Я бы не менял бы. Если вы покупаете приставку Yugus и думаете купить приставку Yugus, я бы рекомендовал бы сразу ориентироваться на X4 с учетом ваших потребностей. Если вы послушаете разницу между AM7 и X4 Pro, то тут решать особо вам. Я не буду рекомендовать говорить, что вы должны купить AM7. Абсолютно не буду. Каждый делает выбор по своим потребностям. И, конечно же, я могу рекомендовать приобретение Yugus AM6B+, как верхнеценовой сегмент, нечто мощного для мощных торрентов, допустим, для закачки тяжелых. То есть, если взять, допустим, Yugus AM7 и взять Yugus AM6B+, и подключить к Yugus AM7 жесткий диск и к Yugus AM6B+, и пустить и там на закачку торрент, и одновременно попытаться что-нибудь смотреть, то, конечно же, Yugus AM6B+ будет предпочтительней, он намного мощнее в этом плане. А вот здесь стоит вопрос, еще мне задавали в комментах, стоит ли менять TOX 1 на Yugus X4, стоит ли менять, допустим, другие подделки на Yugus X4, я скажу однозначно, стоит. Это вот то, что они
сделали с Mumimo Wi-Fi, как его читают многие, и то, что они, во-первых, они его ускорили до 380 мегабит, и то, что там X4 и Android 11 дает надежду на то, что это ну, действительно народный такой топчик будет. Вот за свои бабки это будет прям топ-топ. Поэтому, ребят, я свое мнение сказал. X3 не меняем, я не вижу смысла. Токсы и другие приставки я бы менял бы на X4 однозначно. X4, вернее X3 на AM7 менять X, ну блин, не знаю, возможно. Возможно, но однозначно Югус AM6B Plus мы ни на что не меняем, и Югус AM6B Plus мы рекомендуем к приобретению. X4 Pro и Югус AM6B Plus это вот наш выбор из линейки Югус на текущий момент. Все, что касалось в данном ролике, касалось именно приставок Югус, к другим приставкам это не относится. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Ссылки все в описании под видео и на обзоры, и на проверенных продавцов. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.